Они требовали удалить это видео, на меня кричали, запрещали снимать, но я здесь и покажу вам то, что скрыто от глаз обычного туриста. Сегодня вы узнаете, как попасть в сердце античного мира всего за 0 евро и как все остальные платят по 36 евро. Это самый классный гид по Афинам, который сэкономит ваш бюджет целого отпуска. Досмотрите до конца, потому что скоро случится то, чего я сама не ожидала. Путешествие начинается не с билета на самолет, а с правильного маршрута. Из Глифады в центр мы едем на трамвае Т6. Это самый видовой маршрут. Билет стоит евро 20. Платить можно картой, валидаторы внутри, или купить в автомате на остановке. Не вздумайте ехать зайцем. Штраф в 60 раз больше стоимости самого билета. Мы экономим с умом и не рискуем. И сегодня мы с вами отправляемся в Акрополь. Видите эту гору? Нам туда. Есть два основных входа. Главный, где толпы людей, и южный, возле театра Диониса. Мы идем через южный. Там меньше всего людей и больше тени. Подъем очень резкий. Если у вас скользкая обувь, Акрополь вас не пощадит. Это испытание для сильных духом и с крепкими ногами. Посмотрите отсюда, какие открываются захватывающие виды. Какая греческая красота! Глазам своим не верю. Идем дальше за билетами. Запоминайте, каждое первое воскресенье месяца с сентября по март, а также 6 марта, 18 апреля, 18 мая и 28 октября вход 0 евро. Представляете? В обычный день вы бы отдали 36 евро. А в эти дни вы просто приходите к кассе, берете свой счастливый билет и проходите бесплатно. Людей немного, так как мы пришли рано утром, но скоро здесь будут толпы туристов. Давайте скорее увидим первыми всю красоту Древней Греции. Посмотрите вниз. Здесь пели легенды, а акустика такая, что шепот на сцене был слышен даже на последнем ряду. Это мраморное величие. А вот это главный вход. Эти колонны видели и императоров, и варваров. И особенность в том, что они стоят под небольшим углом внутрь. Это создает идеальную оптическую иллюзию величия. Парфенон. Секреты инженеров. Почему он не рассыпался от землетрясений за 2500 лет? А секрет в том, что нет там ни одной абсолютно прямой линии. Он живой, слегка изогнутый, чтобы выдерживать те самые толчки. Это античный хай-тек. Вы видите эти краны? Это величайший пазл в истории человечества. Ученые пытаются вернуть каждый камушек на его законное место. Все думают, что Парфенон ослепительно белый, но нет. Раньше он был ярко-красным, синим и золотым. А сейчас он приобрел этот благородный медовый оттенок из-за окисления мрамора. Интересный факт, то что Акрополь это не это одно здание, это целая скала. А вот это здание называется Парфенон. И интересно то, что он был построен всего за 15 лет. Для того времени это невероятный масштаб.
Так зачем же его построили? В 447 году до нашей эры великий стратег Перикл решил, что Афинам нужен символ господства. Строил его гениальный скульптор Фидий. Цель была не просто религиозная, а политическая – показать всему миру, что греки – это самый богатый и величественный народ. Это был гигантский сейф. Внутри стояла 12-метровая статуя Афины. Она была из золота и слоновой кости. Знаете, сколько там было золота? Больше тонны. В случае войны его можно было снять и переплавить в монеты. Так почему же он взорвался? Парфенон стоял целым почти 2000 лет, но в 1687 году случилась катастрофа. Афины осаждали венецианцы, а турки, тогда они владели городом, решили, что Акрополь – это самое безопасное место, и устроили внутри Парфенона склад пороха. Они думали, что у врагов не поднимется рука стрелять по античному храму, но они ошиблись. Венецианское ядро влетело прямо в центр храма, и бум! Крыша взлетела на воздух, а колонны рухнули. Парфенон буквально разворотило изнутри. Но вы присмотритесь к колоннам. Это не время, это следы от венецианских ядер и пуль более поздних войн. Стены храма буквально изрешечены историей. Каждая дырка – это чей-то выстрел. И главная загадка устойчивости. И даже после такого взрыва он выстоял. Секрет в том, что греки не использовали раствор, а блоки мрамора держатся на железных скобах, залитых свинцом. И это делает конструкцию эластичной. Когда был взрыв, здание просто сыграло, но не сложилось как карточный домик. И это такой античный уровень инженерии, который мы до сих пор пытаемся разгадать. А это смотровая у флага. Именно отсюда Парфенон выглядит так, как на открытках. А теперь мы подошли с вами к месту, где поспорили Афина и Посейдон. Посейдон ударил своим трезубцем, и пошла соль. Афина ударила копьем, и выросла олива. Угадайте, кто победил? Смотрите, это оливковое дерево, говорят, оно потомок того самого дерева богини. И поднимите голову вверх. Эти кассетные потолки – это предки наших современных панелей, но только в мраморе. Именно здесь ко мне подошли. Дроны были запрещены, штрафы просто до небес. Но даже микрофон «Петличка» у них вызвал подозрение. И они думали, что я снимаю профессиональное кино без лицензии. Ребята, будьте осторожны. Акрополь охраняют строже всего. Наверху дует всегда безумный ветер. Даже если внизу жара, берите с собой ветровку, иначе ваша прическа на видео просто превратится в гнездо. С Акрополя открывается вид на все стороны города. Это наивысшая точка. Только посмотрите, какие здесь виды. Просто дух захватывает. Конечно, я обязательно рекомендую это место. А теперь пора спускаться. Идем вниз. На выходе вас будут ждать ребята в фустанеллах. Сделать можно с ними фото. Будет отличный сувенир. Но приготовьте пару евро на чай. А теперь мы с вами подошли к самой скользкой скале.
Это место, где судили богов, но будьте крайне осторожны. Камни отполированы миллионами ног до состояния льда. Это еще одна бесплатная точка, откуда открывается классный вид на Акрополь. Вы спросите, что купить? Здесь, у подножия горы, есть сувенирный магазин. Там продаются античные статуэтки, вещи, разнообразная необычная мелочь. Все это стоит дорого. Учтите. А еще здесь нужно услышать греческую музыку. Слышите? Этот старик играет на лире. Это и есть настоящая душа Греции. А на этом выпуск подходит к концу, и я уверена, вы открыли для себя Акрополь с другой стороны. Пользуйтесь моими лайфхаками, ставьте лайк этому видео, поддержите канал подпиской, если вы это еще не сделали. Всем пока-пока! Ну и, конечно, счастливые билетики по 0 евро оставляем на память. Еще раз напоминаю, что каждое первое воскресенье любого месяца вход в Акрополь абсолютно бесплатный, как для детей, так и для взрослых.